Казахстан обогнал Россию и Японию в международном рейтинге по воспитанию и удерживанию специалистов, а также привлечению зарубежных кадров. Согласно IMD World Talent Ranking Международного института управленческого развития, Казахстан поднялся на 14 строчек и расположился на 30-м месте. В то время как Россия находится на 43-й позиции, Япония расположилась на 31-м месте. Первое место в едином рейтинге удерживает Швейцария. Также в топ-10 вошли Дания, Бельгия, Австралия, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Германия, Швеция и Люксембург. Всего в рейтинге представлены 63 страны. За 10 месяцев текущего года доходы железнодорожного транспорта от перевозки грузов и пассажиров составили почти 630 миллиардов тенге. Эта сумма почти на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основа деятельности железнодорожных перевозчиков в Казахстане – это транспортировка грузов. Она формирует почти 90% доходов отрасли. Так, в этом году за январь-октябрь доходы от транспортировки грузов принесли отрасли 561 миллиард тенге. Отметим, что на фоне увеличения активности в грузоперевозках участники рынка теряют интерес к сектору пассажироперевозок. В этой сфере третий год подряд продолжается сокращение. За 10 месяцев этого года на перевозках пассажиров было заработано всего 68 миллиардов тенге доходов. Более 20 тысяч павлодарских студентов будут пользоваться льготным проездом в общественном транспорте. Нововведение начнет действовать с 1 января следующего года. Соответствующее соглашение заключили акимат города и Ассоциация Павлодарский областной союз транспортников. Согласно договоренности, 4 категории учащихся вузов и колледжей будут ездить в автобусах и трамваях бесплатно. Это дети из социально уязвимых групп, сироты и инвалиды. Что касается других студентов, то они смогут рассчитывать на 50% скидку в общественном транспорте Павлодара. Для этого им понадобится приобрести студенческий проездной, цена на который составит 4400 тенге. Все мы были студентами и знаем, что где-то чего-то не хватало в поездках, поэтому, я думаю, этот проезд 50% поможет передвигаться быстрее нашим студентам, где-то заниматься, ну, в конечном итоге освоить и сдавать экзамены и быть специалистами. Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Hainan Airlines впервые пересек океан исключительно на биотопливе, изготовленном из растительных отходов. Перелет из Китая в Америку авиалайнер на биотопливе завершил успешно, удачно приземлившись в аэропорту Чикаго. Самолет вылетел из Пекина и пролетел порядка 11 тысяч километров. Этот рейс стал своего рода демонстрацией возможности использования зеленого топлива в авиации. Как утверждает авиакомпания, использование биотоплива может снизить выбросы углерода при сжигании топлива. Полет прошел стабильно и успешно. Также отмечу, что двигатель работал исправно, топлива было достаточно. Благодаря этому мы достигли цели тестового полета.